Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня на кухне у Евы мы испечем рождественский калач. Рецепт этот семейный. Он очень простой, но всегда получается. Однако есть тонкости приготовления, поэтому обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы ничего важного не упустить. Итак, для приготовления нам понадобится мука, молоко, сахар, сливочное масло. Масло сливочное лучше брать максимальной жирности, но даже на маргарине испечь можно. Все зависит от ваших возможностей. Также нам понадобятся яйца, соль, дрожжи. Я использую сухие быстрорастворимые дрожжи, но можно использовать и прессованные дрожжи для того, чтобы испечь калач на Рождество. Еще нам понадобится изюм, мак и ванильный сахар. Выливаем в миску яйца. Всыпаем сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Теперь мы будем при помощи миксера взбивать яйца с сахаром до образования пены. Сначала будем взбивать на малых оборотах, а потом постепенно увеличивать их. Сахар полностью растворился, яйца увеличились в объеме. Вливаем молоко. Молоко должно быть чуть теплое. И всыпаем дрожжи. И снова начинаем взбивать. Вливаем растопленное сливочное масло. И продолжаем взбивать. Теперь постепенно добавляем муку, замесим тесто. Сначала дрожжевое тесто на калач замешиваем при помощи миксера, а затем продолжаем при помощи ложки и вручную. Тесто замешиваем до тех пор, пока оно не прекращает липнуть к рукам. Вот у меня оно получилось такое. Да, оно сейчас немножко в бугорочках, это ничего страшного. Сейчас оно будет стоять, подходить. За это время клейковина разовьется, и оно станет более эластичное и гладкое. Впрочем, вы все это увидите. А пока тесто будет отдыхать, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать его развитие. Если хотите получать уведомления о новых рецептах, пожалуйста, нажмите на колокольчик. Готовое тесто выкладываем в миску. Если у вас воздух сухой, то обязательно накройте тесто пищевой пленкой. У меня, наоборот, влажность повышенная, поэтому пленку тратить я не буду, а буду дожидаться, пока тесто увеличится в объеме в 3 раза. Тесто для калачей подошло, оно увеличилось в 3 раза. У меня прошло около 2 часов. У вас может пройти меньше времени. У меня просто в доме около 19 градусов тепла всего лишь. Слегка смазываем руки растительным маслом и стол. И обминаем тесто. Делим его напополам. Теперь еще раз напополам. Теперь берем и раскатываем один кусочек. Тесто раскатываем достаточно тоненько и вытягиваем его как бы в длину. То есть делаем не круг, а скорее прямоугольник или что-то похожее на прямоугольник. Как получается. Можно поправлять себя руками. Получается вот такая красота. Теперь выкладываем изюмины. В этот раз я запаривать изюм не буду, потому что у меня мягкий изюмчик. Если попался жесткий изюм, то, конечно, его предварительно желательно запарить, а потом обсушить. Выкладываем изюм на 2/3 теста. В нашей семье всегда на Рождество готовят калач с маком и изюмом.
Так нам кажется вкуснее. Теперь сворачиваем аккуратненько, тоненькой колбаской. Тесто это липучее, оно хорошо скрутится, так что все будет просто замечательно. Видите, изюмины пытаются прорваться. Именно поэтому мы не выкладываем на всю плоскость, а только на 2/3. Теперь этот жгутик раскатываем, слепляем и раскатываем. Откладываем в сторону и делаем то же самое со вторым кусочком теста. Тесто очень мягкое, очень податливое. Повторяем ту же процедуру второй раз. Выкладываем изюм. Изюмины выкладываем на расстоянии. Если хотите, можете почаще. Если не очень любите изюм, можно пореже выкладывать. Как вам нравится, так и поступайте. Мне очень нравится сдобный калач с изюмом. Расскажите, пожалуйста, а вы любите больше сдобные калачи или похожие на хлеб? Поделитесь в комментариях. Два наших рулетика должны быть абсолютно одинаковой длины. Теперь переплетаем их. Подрезаем краешки, склеиваем. Из оставшегося теста раскатываем жгутик. Калач выкладываем на подготовленный противень. Я его просто смазала растительным маслом. Если вы не любите изюм, то из этого теста можно приготовить отличный сдобный калач и без изюма. Для этого сразу раскатываем тесто в жгутики и формируем калач. Из этого дрожжевого теста, кстати, отлично получаются и булочки, и рогалики. Так что в любое время года из него можно печь вкуснятину. Вот у меня получилось два калача. Один с изюмом, второй без изюма. У меня муж изюм не ест. Но оба они будут с маком. Но прежде чем посыпать маком, оставляем калачи на расстойку. Они должны постоять от получаса до часа. Все зависит от окружающей температуры. Следите за внешним видом. Рождественская выпечка должна увеличиться в размере вдвое, до того, как попадет в духовку. Калачи постояли, они увеличились практически вдвое. Теперь надо их смазать яично-молочной смесью, для того, чтобы была румяная корочка. Только когда смазываем, очень аккуратненько кисточкой, чтобы тесто не придавить. Духовка у нас разогрета до 180 градусов. И сейчас отправим калачи запекаться до полной готовности. Но перед этим посыпем маком. Мака насыпайте столько, сколько вам нравится. Кто-то любит очень-очень маковое. Посыпаем маком. Делаем такую красоту, вкусняшку. Вот такой рецепт калачей. Калачи провели 35 минут в духовке. Вот они какие румяные получились, пушистые. Даже срослись. Видите, какие они просто восхитительные, нежнейшие. Внутри они точно такие же, нежные, воздушные, просто превосходные. Вот какое тесто, мягенькое, пушистенькое, просто прелестное. Если вам понравился рецепт этих калачей, пожалуйста, поделитесь с друзьями в социальных сетях. Поставьте палец вверх. Приятного аппетита! Пока-пока!